Когда-то мой психотерапевт говорила о том, что боль приходит волнами, что горе накрывает тебя волнами, что сначала очень сильно, потом становится меньше, а потом время от времени эти волны к тебе возвращаются. И ты ничего не можешь с ними поделать. Нужно просто принять, что это будет так. И какие-то периоды, просто абсолютной апатии сменяются вот такими волнами открытых глаз, когда открываешь глаза и понимаешь на самом деле, что происходит. Потом опять погружаешься в апатию. Ну и какие-то краткие периоды деятельности, которые необходимы. То есть вот если разделить деятельность на ту, которая стремится к достижению каких-то важных смыслообразующих целей, деятельность, которая тебе нужна для того, чтобы просто развиваться хотя бы на каком-то бытовом уровне, и деятельность, которая просто обеспечивает жизнедеятельность твою, вот я, наверное, нахожусь на уровне исключительно вот этой третьей. То есть делаю тот необходимый минимум, без которого просто невозможно двигаться дальше. Как-то так. Но у меня просто произошла полная парализация вообще любых созидательных моментов. Да. 24 февраля очень хорошо помню. Я проснулась в 5 утра, нет, в 7 утра, открыла Инстаграм и увидела пост коллеги о том, что Россия напала на Украину. Я подумала, что это какой-то тупой Инстаграм-прикол. Очень разозлилась, подумала, что, я все понимаю, что он, наверное, тоже хочет современное искусство, но, так нельзя. А потом стала читать новости, и меня стало трясти. Я не смогла отвезти сына в школу, я не смогла просто встать по-настоящему с кровати. И еще бесконечный думскроллинг. И потом вот несколько дней я пребывала исключительно вот в этом. Вот в этой ситуации бесконечного усугубления происходящего. То есть было все больше информации о том, насколько все плохо. И меня это абсолютно парализовало. Изменения начались дня через 3, когда я поняла, что можно что-то делать. И был такой краткий период панических действий. Знаешь, какие-то там... Я выводила деньги, я покупала билеты в Стамбул, я разговаривала с сыном, потому что у меня сейчас произошла такая история с тем, что меня еще очень сильно подкосило. Мой сын ходит в еврейскую школу в Москве, и в первую уже просто буквально неделю переехало очень много детей сразу же. И, не знаю, там, например, он очень дружил с мальчиком Филиппом, мама которого работала на «Дожде». И, естественно, они уехали. Филипп что-то рассказал моему сыну, и мой сын, приходя из школы, я его стала водить там на 2-й или 3-й день. Приходя из школы, он просто плакал и говорил: почему всех детей увозят в эвакуацию, а ты меня не увозишь в эвакуацию? И спрашивал: а что, мы тоже погибнем? И вот это, наверное, меня подхлестнуло к вот этим каким-то судорожным действиям, потому что было совершенно непонятно, что происходит, совершенно непонятно, что происходит с деньгами. Я смогла там, не знаю, снять все свои небольшие сбережения в долларах, что, в общем, мне кажется, неплохая была история. Все билеты, которые я приобрела, я, к сожалению, не смогла реализовать, потому что отменили все рейсы, на которые я покупала билеты. А я 3 раза пыталась уехать из Москвы. И мне до сих пор не вернули деньги ни за один из них. Причем у меня был куплен чуть ли не на 15 марта. Это была ближайшая дата, когда можно было купить билет. И там 10 или 12 они отменили все свои рейсы. 2-й раз я пыталась уехать на Аллегро с сыном. Мы дождались получения эстонской визы, которой у меня не было, купили билеты сразу же на следующий день после того, как начинала действовать виза, и за день до этого отменили Аллегро все. И 3-й раз мы пытались уехать на машине через финскую границу. И моя машина сломалась за 20 километров от границы, так что ее пришлось эвакуировать. И, в общем, это тоже был какой-то... Да, это прямо рок. Но поскольку именно в тот же день мне пришло подтверждение из израильского консульства, что нас ждут на собеседование, теперь я просто жду. У меня назначена дата, я просто жду момента собеседования для того, чтобы его пройти. Надеюсь, что там все получится. И уже с другими документами решать вопрос с переездом. Но это уже, конечно, не такая паническая ситуация, как была тогда.
Потому что, конечно, там, несмотря на годы психотерапии, я поняла, что я абсолютно не была готова к этой ситуации психологически. Так что у меня не было никаких там запасных планов и так далее. Я, в общем, мне кажется, что я так сработала, оцениваю для себя на 3. Просто это же, знаешь, как всегда. Ты думаешь о том, что, не знаю, чувствуешь свою целостность и думаешь, какой я на самом деле молодец и взрослый человек. А потом ты понимаешь, что взрослый человек – это еще и вот в таких ситуациях успевать принимать какие-то, хотя, не знаю, мне кажется, это был такой период, когда принимать взвешенные решения было просто невозможно. Если бы у меня не отменили самолет, я бы сейчас сидела в Стамбуле. Если бы у меня не отменили Аллегро, я думаю, я бы сейчас сидела в Хельсинки и решала вопросы с документами там. То есть это просто какая вот такая смесь трагических событий, и просто рока какого-то. Кто-то успел, кто-то не успел, кто-то успел так, кто-то сяк. Просто хочется от самого себя какой-то, не знаю, взвешенности и точности. Потому что, понимаешь, просто кричать о том, что война – это ужасно, война – это плохо, это страшно, в какой-то момент стало понятно, что это это никак не работает. Это не работает вообще. Получила я свою административку, и что? У меня довольно сложная ситуация, потому что мы не успели с мужем официально развестись, и сейчас мы эмигрируем, он, я и маленький сын. Потому что даже если мы сейчас успели быстро развестись, и, то есть мне сейчас найти мои документы еврейские, это довольно долго будет. Потому что у меня не такая прямая еврейская история, как у мужа. Мы решили подаваться так, потому что понятно, что если мы даже сейчас супер быстро разведемся, и С там женится на своей девушке, он сможет подаваться с ней только через 1,5 года. Потому что брак не должен быть свежим. И это тоже максимально неприятная история, потому что у него есть девушка, у меня есть молодой человек. С девушкой уже 3 года с половиной. Мы с Т уже почти 2 года вместе. А сейчас получается, что мы уезжаем вот таким странным составом. И это очень болезненное какое-то решение, потому что совершенно непонятно, что дальше делать с этим совсем. То есть жить в Израиле – это очень дорого. И для того, чтобы жить нормально, потребуется какое-то время, чтобы выстроить все. Потому что, опять же, язык, письменность, все такое. Никто из нас не знает иврита, долгий процесс интеграции. Если там девушка С готова ждать и учить язык, и переезжать, и подтверждать свой диплом и так далее, то что делать с Т вообще непонятно. Потому что он не знает ни одного языка. И видеть себя кем-то, кроме актера, он не готов. И он только-только получил диплом, и только-только у него пошли какие-то съемки. Он работает, все такое. Тоже такой разрывающий душу момент. И главный момент, что для Т это это тоже ужасно. То есть он понимал, что война – это плохо. Но вот именно от него я услышала вот это все про то, что может быть все не так однозначно. Я понимаю, что это тоже защитная реакция. Защитная реакция человека, который никогда не хотел иметь ничего общего с политикой. Как по-честному скажу, я тоже. Это я понимаю. Но когда это я вот все слышу, то, конечно, ужасно. Это меня полностью деморализовывало. 31 мая будет собеседование. После этого они принимают решение, и потом можно подаваться на программу собственной репатриации, чтобы не самому ехать. Они там покупают билеты, помогают с устройством на первое время. Так что я думаю, что, наверное, только где-нибудь в августе смогу уехать. Потому что ехать на свои деньги, это очень дорого и очень тяжело. Если бы не было этого варианта, я бы, наверное, поехала в какую-нибудь гораздо более дешевую страну. Потому что в Израиле просто невыносимые цены. Особенно если учесть, что у тебя есть сын, ему нужно ходить в школу, и вот эти все моменты. Сейчас, знаешь, находишься немножко в таком возрасте дожития. Ситуации дожития. Пытаешься какие-то моменты закрывать. Починить все зубы до эмиграции из этой серии. Не знаю. Ах, какое мощное испытание, да?
Пандемия оказалась нам таким мощным испытанием. А оказалось...